28 января 1986 года, 11:38 утра, мыс Канаверал, Флорида. Миллионы людей по всей стране и за ее пределами смотрят в небо, ожидая зрелища, которое должно стать символом новой эпохи освоения космоса. Это не просто очередной запуск ракеты, а миссия STS-51L, полет космического шаттла «Челленджер», который должен был показать миру, что космос становится ближе к обычным людям. На борту корабля находятся 7 человек. Командир Фрэнсис Дик Скоби, пилот Майкл Смит, специалисты миссии Элисон Онидзука, Джудит Резник и Рональд Макнейр, инженер полезной нагрузки Грегори Джарвис, а также школьная учительница Криста Маколев, ставшая участницей программы «Учитель в космосе». Именно она должна была провести урок прямо с орбиты, и эта идея превратила миссию в огромное медийное событие, за которым наблюдали миллионы школьников. В глазах общественности это был символ того, что космос больше не является территорией исключительно военных пилотов и выдающихся ученых, а становится пространством, куда постепенно может прийти каждый человек. Однако утро запуска оказалось необычайно холодным для Флориды, и температура на стартовой площадке 3,9 за ночь опустилась примерно до -8 градусов по Цельсию. На металлических конструкциях висели длинные сосульки, а техника покрылась льдом, что вызывало серьезную тревогу у инженеров компании Morton Thiokol, которая занималась разработкой твердотопливных ускорителей. Накануне запуска они провели срочное совещание и настойчиво рекомендовали руководству НАСА перенести старт, поскольку опасались, что при такой низкой температуре резиновые уплотнительные кольца в стыках ускорителей потеряют эластичность и не смогут обеспечить герметичность. Эти кольца, известные как O-ring, должны были удерживать горячие газы внутри двигателя, но инженеры предупреждали, что холод может привести к их неполному срабатыванию и прорыву пламени наружу. Несмотря на эти предупреждения, запуск все же решили не переносить, поскольку миссия уже несколько раз откладывалась, и давление со стороны руководства и общественности было слишком сильным. В день запуска все ожидали идеального старта, а президент должен был выступить с речью после успешного выхода шаттла на орбиту. Начался обратный отсчет, и напряжение на стартовой площадке нарастало с каждой секундой. Когда прозвучали последние цифры обратного отсчета 10, 9, 8, главные двигатели шаттла начали работать, и через мгновение огромная машина медленно поднялась со стартовой площадки. В 11:38 «Челленджер» оторвался от земли и начал подниматься в ясное утреннее небо. Первую минуту полета все шло совершенно нормально, и тысячи людей, наблюдавших запуск с Земли, а также миллионы зрителей у экранов телевизоров, почувствовали облегчение. В центре управления полетами в Хьюстоне специалисты следили за телеметрией и видели, что параметры полета находятся в пределах нормы. Через некоторое время оператор связи передал экипажу команду увеличить тягу двигателей. «Челленджер, переходите на полный режим тяги», — сказал астронавт Ричард Кови, выполнявший роль СЯПКОМ. «Понял, переходим на полный», — ответил пилот Майкл Смит, и это были последние слова, которые мир услышал с борта шаттла. Спустя всего 73 секунды после старта на высоте примерно 14 600 метров произошла катастрофа, которая навсегда вошла в историю космонавтики. На глазах у миллионов людей шаттл внезапно исчез в огромном огненном облаке, а в небе появились разлетающиеся во все стороны следы обломков. В первые секунды многие зрители даже не поняли, что произошло, поскольку разрушение шаттла выглядело не как классический взрыв, а как странное разветвленное облако дыма и пламени.
Камеры зафиксировали, как из этого облака продолжили движение два длинных белых следа. Это были твердотопливные ускорители, которые еще некоторое время продолжали работать самостоятельно. В центре управления полетами экраны с телеметрией внезапно замерли, а затем начали показывать бессмысленные данные. Директор полетов задал вопрос офицеру по динамике полета, что показывает радар, и получил тревожный ответ о нескольких объектах, которые расходятся по разным траекториям. Попытки установить связь с экипажем оказались безуспешными, и уже через несколько минут стало ясно, что произошла катастрофа. Почти сразу после этого началась масштабная поисково-спасательная операция, хотя большинство специалистов понимало, что шансов на спасение практически нет. В район падения обломков были направлены корабли береговой охраны, самолеты и вертолеты, а также суда ВМС-ША. Район поиска оказался огромным, поскольку обломки шаттла разлетелись на тысячи квадратных километров Атлантического океана. Сначала спасатели находили только легкие фрагменты конструкции, такие как куски теплоизоляционной пены и плитки термозащиты, которые плавали на поверхности воды. Однако самые важные части шаттла, включая двигатели, элементы топливного бака и кабину экипажа, ушли на дно океана. Для их поиска были использованы гидролокаторы бокового обзора, магнитометры и глубоководные аппараты. Работы осложнялись сильными течениями, плохой видимостью и опасностью токсичных веществ, поскольку на борту шаттла находились остатки топлива, включая гидрозин, который представляет серьезную химическую угрозу. Спустя несколько недель поисков исследователи начали находить все более крупные элементы конструкции. 18 февраля был обнаружен фрагмент правого твердотопливного ускорителя, и именно этот элемент стал ключом к пониманию причины катастрофы. Анализ показал, что в одном из стыков ускорителя произошло разрушение резинового уплотнительного кольца, через которое наружу вырвался поток раскаленных газов. Этот поток действовал как паяльная лампа и постепенно прожег стенку внешнего топливного бака. В результате жидкий водород и жидкий кислород, находившиеся в баке, смешались и воспламенились, образовав огромный огненный факел. Шаттл потерял аэродинамическую устойчивость и начал разрушаться под действием колоссальных нагрузок. Крылья и хвостовая часть оторвались, а корпус орбитального корабля был буквально разорван воздушным потоком, поскольку скорость полета в этот момент превышала скорость звука. Несмотря на разрушение основной конструкции, кабина экипажа оказалась одной из самых прочных частей шаттла и отделилась от остального корабля почти целой. После отделения она продолжила движение по инерции вверх, достигнув высоты примерно 19 километров, после чего начала падать обратно к земле. Через некоторое время поисковые группы обнаружили кабину на дне океана. Когда ее подняли и начали исследовать, внутри нашли останки экипажа и различные элементы оборудования. Среди них были персональные дыхательные аппараты астронавтов, которые предназначались для использования в аварийных ситуациях. Анализ показал, что несколько таких аппаратов были активированы, что означало, что, по крайней мере, часть членов экипажа могла оставаться в сознании после разрушения шаттла и пыталась воспользоваться аварийным оборудованием. Дальнейшее расследование показало, что кабина, вероятно, потеряла герметичность на большой высоте, и без давления воздуха люди могли потерять сознание в течение короткого времени из-за нехватки кислорода. В конечном итоге кабина ударилась о поверхность океана на огромной скорости, и именно этот удар стал окончательным разрушительным событием. После извлечения останков их доставили на авиабазу Довер, где специалисты провели процедуру идентификации. Позднее останки были переданы семьям астронавтов для проведения похорон. Те фрагменты, которые невозможно было идентифицировать, были похоронены вместе на Арлингтонском национальном кладбище
под мемориалом экипажа «Челленджера». Собранные обломки шаттла были доставлены на территорию космического центра и помещены на хранение. Катастрофа стала тяжелым ударом для всей космической программы США и привела к остановке полетов шаттлов почти на 3 года. Президентская комиссия по расследованию выявила серьезные проблемы в культуре безопасности НАСА, включая игнорирование предупреждений инженеров и давление при принятии решений о запуске. После катастрофы были внесены значительные изменения в конструкцию ускорителей и в процедуры подготовки запусков. Эта трагедия навсегда изменила отношение к риску в пилотируемых космических полетах и стала одним из самых болезненных уроков в истории освоения космоса. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.